Репутацию касаток вполне можно назвать устрашающей. Умные, хищные, быстрые морские убийцы. Они способны топить лодки и нападать на корабли просто потому, что захотят. Но несмотря на все это, касатки почти никогда не атакуют людей в дикой природе. Более того, все сообщения о жестоких взаимодействиях между касатками и людьми сопровождаются серьезными оговорками. И да, когда касатка атакует лодку с людьми, она атакует не людей, а саму лодку. Касатки встречали людей в океане на протяжении веков. Но несмотря на то, что мы не самые мирные соседи, касатки почему-то не нападают. И это как минимум странно. Чтобы понять, почему они не атакуют людей, сперва надо не забыть поставить лайк. Как вам ненавязчивая просьба? Не забудьте, пожалуйста. Если проследить пищевую цепь океана снизу вверх, каждый раз она заканчивается касаткой. Даже белые акулы испытывают животный страх при виде касаток и покидают район, где они появляются. Но при этом мы считаем касаток милыми, ведь они на нас не нападают. Да, они атакуют лодки, но только лодки, экипаж касаток не интересует. Более того, в мире есть районы, где люди нередко оказываются в воде вместе с касатками, и даже тогда они не нападают, хотя люди по сравнению с теми же белыми акулами заметно беззащитнее, и у касаток есть масса возможностей это использовать. Почему же касатки так не делают? Скорее всего, ученые никогда не найдут полный и окончательный ответ, какую-то стопроцентную истину. Просто вдумайтесь, мы имеем дело с разумными животными, несущими в себе поколение собственной культуры, и при этом мы вообще не способны с ними общаться. Остается только строить догадки, и у экспертов есть несколько теорий насчет ненападений, и во всех достаточно логики. Одна из них сводится к тому, что касатки просто очень привередливы в еде. Более того, они еще и консервативны, у каждой стаи есть свои предпочтения, которых животные придерживаются. Все, что не входит в их обычное меню, не рассматривается как еда, в том числе люди. Молодые особи перенимают пищевые привычки от матерей и строго им следуют, потому что касатки на самом деле очень уважают свои традиции, как бы странно это ни звучало по отношению к животным. Например, в восточно-канадской Арктике половина касаток питается в основном белухами и нарвалами, а другая половина в основном кольчатыми нерпами. В Гренландии касатки поедают всю доступную добычу, а в Исландии, на Фарерских островах и в большинство касаток ест сельдь. Но небольшое количество касаток в Норвегии и Исландии также потребляют значительную часть морских млекопитающих, вроде морских свиней и тюленей. Хотя все касатки считаются одним видом, их можно различать по физическим характеристикам, таким как форма плавников, размеры пятна, а также по поведению и по диете. В некоторых случаях касатки, питающиеся только рыбой, играют с морскими млекопитающими и убивают их, но не поедают, даже когда группа голодает. Основное объяснение того, почему они это делают, это культурное табу на употребление в пищу морских млекопитающих. Вполне возможно, что этот запрет распространяется и на людей. Если все дело в культуре, люди остаются вне меню только потому, что никогда раньше в нем не были, и в наших интересах, чтобы так и оставалось. Хороший пример запрета внутри группы — дельфины. Касатки — единственные хищники, которые регулярно убивают и пожирают тихоокеанских белобоких дельфинов у берегов Британской Колумбии и Вашингтона. Поэтому ученые серьезно удивились, когда увидели, как эти самые дельфины играли прямо рядом с группой касаток, и те даже не пытались их убить. И только потом ученые и поняли — эта группа касаток приплыла с юга и придерживалась диеты без млекопитающих. Как именно дельфины смогли догадаться, что касатки не представляют для них опасности — загадка. Возможно, это была отчаянная смелость. Но не стоит забывать, что касатки известны своей способностью адаптироваться. Поэтому если вдруг они захотят нарушить свои табуи и начать на нас охотиться, то сделают это легко. Кроме того, касатки действительно могут убивать морских животных ради тренировки или даже игры. Почему они не рассматривают людей как инструмент таких жестоких игр, неизвестно. Некоторые эксперты предполагают следующее. Касатки думают, что люди — это какая-то странная вещь, и уж точно не еда. Не то, о чем стоит беспокоиться, и даже не то, на что нужно обращать внимание.
Другие специалисты считают, что в дикой природе у косаток действует довольно универсальное правило — не нападать на людей. Причина, скорее всего, является как биологической, так и культурной. Касатки существуют около 11 миллионов лет, и люди по сравнению с ними — относительно новый вид на планете. Физически мы не можем сравниться с этими высшими хищниками, но они, очевидно, сочли нас достойными сосуществования. Что ж, большое спасибо. Еще объяснение могло бы заключаться в том, что мы просто недостаточно вкусные, чтобы быть включенными в меню касаток. Да, они чертовски привередливые. Представьте 3-летнего ребенка, который начал отстаивать свои границы и теперь ест только одно определенное блюдо из конкретной тарелки. Вот касатки находятся на том же уровне. Например, они питаются только самой жирной чавочей. Им все равно, что мимо проплывет целая стая других рыб. Даже особи с более разнообразным рационом очень избирательны. В одном случае они убили серого кита, но съели только его язык. Непонятно, правда, как они поняли, какие мы на вкус, если никогда не пробовали. Может, им акулы рассказали? Другая возможная причина, почему касатки нас не едят, заключается в том, что мы не похожи ни на один источник пищи, от которого обычно зависят касатки. По сравнению с морскими млекопитающими и вкусной свежей рыбой, нам как будто бы нечего предложить касаткам. Когда ученые исследовали рацион касаток, то выяснили, что в основном они едят рыбу. Только от 10 до 17% предпочитают морских млекопитающих. А это значит, что для значительного процента касаток мы даже отдаленно не напоминаем что-то съедобное. То есть можно, конечно, перепутать человека и морского котика. Но на лосося мы явно не тянем. И все эти касатки, которые предпочитают рыбу, не смогут перейти на людей, даже если примут решение сменить диету. Их собственные зубы не позволят, они слишком мелкие и не предназначены для охоты на млекопитающих. Да и челюсти устроены иначе. Зубы касаток, которые охотятся на млекопитающих, созданы, чтобы захватывать и разрывать добычу. Короче, касатки-рыбоеды физически не способны нас есть, если не эволюционируют специально. А ведь у нас еще и целая куча костей. Может быть, для касаток это тоже перебор? Ну, давайте прикинем. Скелет среднего взрослого человека весит 10-11 кило. Охотясь, касатки не жуют пищу, а рвут ее на куски или проглатывают целиком, вместе с костями и всем остальным. А учитывая, что вес касаток может превышать 6 тонн, 10 килограмм костей вряд ли станут для них проблемой. Так что дело вовсе не в костях, а в питательности. Касаткам необходимо съедать 170 тысяч калорий каждый день. Примерно столько калорий ежедневно съедают 85 человек. Да, вот настолько они прожорливые, и это нормально с учетом размеров. При этом ученые, именно ученые, а не Ганнибал Лектор, почитали, что в одном человеке содержится около 126 тысяч калорий. И что получается? Мы уже выяснили, что большинство касаток придерживается строгой диеты. То есть, если бы вдруг какая-то группа начала есть людей, ее интересовали бы только люди. Рыба и морские животные больше не входили бы в меню. При этом одной взрослой касатке нужно съедать в день минимум 1 человека, в идеале 2, чтобы выжить. Зависит, конечно, от калорийности конкретного человека. А касатки редко живут в одиночку. Чаще всего это группы от 5 до 30 особей, но иногда они собираются по 50 или даже больше. Выходит, что такой группе приходилось бы съедать от 9 до 50 человек каждый день. Это ж просто нереально — найти такое количество людей для пропитания, особенно в более холодном климате, где люди не спешат лезть в воду и становиться добычей. Взять тех же акул. В год они убивают около 10 человек, это примерно 0,02 человека в день, потому что больше просто не получается. И хотя касатки живут почти по всему миру, они редко встречаются там, где живет много людей. Получается, что диета из людей не имеет никакого логического смысла, а касатка, которая решит на нее перейти, обречена на смерть. И, кстати, вот это количество — 9-50 человек в день — это по самым скромным оценкам. Другие ученые подсчитали, что взрослые самки весом примерно 2 тонны. Потребуется более 190 тысяч калорий в день.
Самцу весом 4,5 тонны потребуется 290 тысяч калорий в день. А в человеке, напомню, всего около 126 тысяч калорий по сравнению с обычной добычей касаток — это просто ерунда. Например, касатки любят вырывать печень у акул и съедать только печень, игнорируя всю остальную акулу. Когда печень съедена, касатки просто уплывают, оставляя тело другим морским обитателям. А все потому, что печень — самое калорийное, что есть в акуле, и касатки стремятся сделать каждую свою охоту максимально питательной. Да что там эта печень, наверняка скажет кто-то. Она не такая уж большая по сравнению с целой акулой. И это в принципе правда, с точки зрения размеров. Но та же печень большой белой акулы может содержать до 2 миллионов калорий. 2 миллиона! На этом фоне люди слегка проигрывают, как в общем и на фоне остальной добычи касаток. Возьмем лосося. В среднем касатка съедает 227 килограммов лосося каждый день, за раз обычно поедается 15 штук, а в одной целой рыбе 1500 калорий выходит 22,5 тысячи калорий за один раз. Это всего 1/6 от человека. И вот опять, такое ощущение, что проще наловить лосося, чем людей, и не говоря уже о других млекопитающих, которыми питаются касатки. Все они больше человека, намного больше, и к тому же жирнее, потому что плавают в холодной воде. Морские свиньи весят до 220 кило, дельфины весят от 80 кило, и тут еще более-менее можно конкурировать с человеком, а бывают особи и по 235 кило, тут без шансов. Похожая история с тюленями, там нижняя планка начинается на 55 кило, но верхняя аж 168 кило, и они в любом случае питательнее. Не говоря уже о более крупной добыче вроде китов, новорожденный кашалот может весить 1 тонну, а новорожденный синий кит — от 2,2 до 2,7 тонны. И не забывайте, что на поиск добычи и охоту тратится время и энергия. А добыча нужна ежедневно, поэтому касатки стараются выбрать что-то покрупнее. Например, одной тушей серого кита можно накормить 17 касаток. Да, чтобы убить кита, придется приложить очень много усилий, но это все еще быстрее и проще, чем найти и съесть 30 человек. Киты хотя бы уже в море. Но и на калорийности все не заканчивается. Ученые выяснили, что в процессе эволюции китообразные потеряли возможность чувствовать 4 из 5 основных вкусов. Они не понимают, горькая еда или сладкая, или, может быть, кислая, все, что китообразные ощущают, соленость пищи. И эта соленость должна быть на удовлетворительном уровне. Человек весом 50 кило будет содержать около 200 граммов хлорида натрия, около 40 чайных ложек. Если вспомнить, что касатке надо съедать 1,5-2 человека, выходит, она будет получать около 400 граммов хлорида натрия ежедневно. А что там с обычной пищей касаток? В 1 килограмме мяса тюленя примерно 1100 миллиграммов натрия. В среднем тюлени весят 70 кило, значит в одной особи 77 грамм хлорида натрия. А теперь сравните содержание соли в человеке и в тюлене. Возможно, касатки просто понимают, что мы для них пересоленные. Ведь для этого не нужно даже жевать. В конце концов, люди потеют, выделяют соль, а касатки — умные ребята. И давайте дружно порадуемся этому, потому что если бы они захотели перейти на диету из людей, несмотря на все проблемы, что бы мы делали, дать касатке отпор в воде просто нереально. Простой пример. Когда 13 июня 2022 года дрессировщица нарушила правила безопасности и провела рукой по пасти касатки, с которой работала, касатка укусила женщину. И хотя касатка сразу же выпустила дрессировщицу, ей потребовалась немедленная помощь врачей. От одного укуса она получила множественные переломы предплечья и запястья. Хотя это была касатка весом всего 2,5 тонны. Не такая уж большая. А теперь представьте по-настоящему крупную касатку в воде, и эта касатка решает напасть на человека. Не укусить его, а съесть. Такую встречу просто невозможно пережить, смерть будет быстрой и неизбежной. Возможно, и существуют какие-то способы противостоять таким нападениям, но чтобы их выяснить, нужно, чтобы касатки начали нападать. Теория строится на практике. Например, житель острова Кауаи отбился от акулы,
засунув ей пальцы в ноздри. Могло бы это с касаткой, сложно сказать. Если только получится дотянуться до дыхал, которые заменяют им ноздри, расположенные наверху головы. А может, касатки слишком умные, чтобы можно было противостоять им так просто. Тут сплошные предположения, потому что атак особо никогда не было. Касатки нападают только на лодки, и тут, конечно, люди уже кое-что придумали. Способов много, от высыпания песка или выливания за борт какой-нибудь жидкости до громкого шума, включая специально подобранные плейлисты. Помогает через раз. Поэтому давайте надеяться, что касаткам никогда не придет в голову сменить свое меню и включить в него человека. Скорее всего, это приведет к жертвам с нашей стороны и к вымиранию с их.